Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. Надеюсь, что у вас все хорошо. И сегодня я хочу сделать с вами небольшую распаковку. Значит, мы сегодня с утра, у нас сегодня вторник, чтобы не ошибиться, 2 июня. И по вторникам на нашей улице, ну точнее на соседней, в нашем районе, значит, приезжает уличный рынок. Это такой кочующий рынок. Они ездят по всему городу, то есть в разные дни они на разных улицах. Я как-то снимала уже видео осенью с уличного базара, но только с другой локации. Там рядом с работой моего мужа. А сейчас мы были с мужем с утра перед работой. Мы быстренько сбегали туда. Мы рассчитывали купить арбуз, но, к сожалению, мужчина, у которого мы покупали арбуз на прошлой неделе, о котором я говорила, кстати, во влоге в прошлом, его еще не было с утра, вот, поэтому арбуз мы не купили, но купили разные другие продукты, немножко овощей, вот, и один фрукт. Обычно продавцы поздно там собираются, точнее, все подъезжают зимой. Поздно они это делают, потому что светает позже, ну, как бы народу рано утром там особо нету, вот. И они так после 9, после 10, лучше после 11 приходить, тогда уже будет много продавцов и, ну, как бы больше выбора, больше шанса купить что-то действительно хорошее по выгодной цене. Вот, но летом светает уже рано у нас, как и везде, в принципе, и летом, как правило, рынки быстрее съезжаются, продавцы точнее, и рынок уже заполнен. Но мы вот поехали где-то в 8:15, и я была уверена, что в это время уже рынок будет, ну, хотя бы наполовину заполнен. Там даже 1/3 еще продавцов не было, поэтому, в принципе, неудивительно, что мы не попали на арбуз, который мы хотели купить, но зато там был продавец, у которого я регулярно покупаю овощи, и вот сегодня он уже там тоже был, и мы очень по выгодной цене взяли несколько овощей и один фрукт. Вы его немножко здесь можете видеть. Ну, давайте с него, наверное, и начнем. В общем, это дынька, ну, такая она небольшая относительно, но, в принципе, на несколько раз покушать достаточно. Она стоила 100 лир. Это не за килограмм, а именно просто целая дыня. Это очень неплохо. Но даже на рынках цена очень сильно варьируется. То есть, например, мы сегодня поняли, что рынок, который рядом с нашим домом, по вторникам, он намного дешевле рынка, который по субботам недалеко от работы моего мужа. Поэтому, скорее всего, мы теперь, ну, по крайней мере, летом, многое что будем покупать здесь. Так как это будет рано утром, будем закупаться тем, что там уже будет открыто. Также взяли мои любимые розовые помидоры. Если кто не знает, я просто фанат помидоров. Это мой любимый овощ. Хотя это не овощ, а ягода. Вот, взяли вот такие розовые помидоры. Они уже немножко мягкие, то есть они не прям очень-очень жесткие. Обычно я стараюсь покупать жесткие помидоры, и они постепенно у меня тоже доходят, и меньше шансов, что они испортятся. Так что взяли 4 помидора, килограмм 40 лир. Это очень дешево по нынешним ценам. Также я взяла помидоры черри. Здесь называются коктейльные помидоры черри. Вот, они достаточно, кстати, крупные для помидоров черри. Они очень вкусные. Вот, ну, взяли, не знаю, сколько здесь. Ну так, немножко. Они тоже стоят 40 лир за килограмм. Вот. Они обычно стоят минимум 100 лир за килограмм. Ну, по крайней мере, в магазинах. Также взяли красный перец. Он сейчас в этом году очень дорогой. Даже на некоторых рынках он стоит 150, а то и 200 лир за килограмм. Здесь мы взяли, по-моему, также 40 лир килограмм, либо 50 лир килограмм. И причем он не мягкий, не вялый, он очень жесткий перец, хороший. Но вот, тем не менее. Поэтому мы и поняли, что этот рынок, по крайней мере, сейчас летом, он скорее выгоднее будет для нас. Ну, потому что, извините, за килограмм 200 лир или за килограмм 50 лир. Ну, разница огромная. Так что вот взяли немного перца красного и взяли огурцы. Вот такие огурцы, гладкие, обычные. Я, конечно, люблю колючие огурцы, такие как дачные, вот, но они здесь не всегда бывают и не везде. В основном здесь распространены именно гладкие. Огурцы 25 лир за килограмм. То есть, ну, конечно, огурцы и так, в принципе, везде дешевые, но
На других, например, базарах мы видели и покупали, потому что другого не было, 40 лир за килограмм, 50 лир за килограмм, 25 лир за килограмм, и они плотные, опять же, они не мягкие, не вялые, они очень плотные, вот, пожалуйста. Так что это очень даже неплохой рынок, как оказалось. Обычно я на этот рынок по вторникам ходила всегда, чтобы что-то докупить. То есть мы обычно что-то в супермаркете, вот филе-маркет, я о нем упоминала в прошлом влоге, что-то мы в филе-маркете могли купить с мужем, что-то он мог на рынке купить рядом с работой по субботам. И если что-то мне не хватало, что-то я забывала или просто этого не было нигде, то я шла искать на вторничный базар. Вот, ну, как правило, находила. Сейчас, наверное, мы там будем уже основательно закупаться. Еще на прошлой неделе мы ездили в деревню к родителям моего мужа. Мы ездили с пятницы на субботу. Мы в пятницу вечером приехали туда, и в субботу вечером мы ехали. И, конечно же, мы оттуда никогда не уезжаем без гостинцев. Мы из деревни всегда привозим какие-нибудь овощи, если по сезону какие-то фрукты, и какие-нибудь закрутки, баночки, что-нибудь еще. Давайте начнем с томатного соуса. Домашний томатный соус. Это просто крайне популярная и незаменимая вещь в Турции. На нем очень многое что готовят, много куда добавляют. Также очень популярное блюдо в Турции – это жареная картошка. Такая больше как картошка фри. И вот этот соус разогревают на сковороде на оливковом масле, добавляют туда тертый чеснок. Это все прожаривают, протушивают. Я еще добавляю немного сахара, соли, потому что он кисловатый. То есть это просто перетертые томаты, прокипяченные. Все. Вот, соответственно, нужно немного сахара, соль, перец по вкусу. И вот этим соусом потом поливают картошку фри сверху, домашнюю пожаренную картошку фри. Также суп тарханы. Это банка не от нее, это просто баночка. Вот. Суп тархана, это я сейчас открою. Это не закрутка, это сухое домашнего приготовления сухой суп. Вот. Вот так он выглядит. Значит, это высушенные овощи вместе с мукой. Значит, делается такая паста из овощей вместе с мукой. Потом это все раскладывается, сушится на солнце, либо, если не на солнце, где-то дома располагается вот таким пластом. Там каждый день или каждые 2-3 дня это все раздрабливается руками, и потихоньку-потихоньку это превращается все в крошку. Кстати, рецепт есть на моем канале, но там немножко далеко, надо полистать. Переходим к следующему. Это турецкая зеленая слива. Есть два вида, есть кислая слива, есть сладкая слива. Вот мы набрали сладкую сливу, потому что у меня чувствительные зубы, и от кислого я потом сутки вообще ничего есть толком не могу, потому что не могу жевать. Вот, у меня это всегда так было. Поэтому от кислой сливы я даже сразу отказалась. В прошлом году я пробовала, поэтому в этот раз я даже не стала пробовать новые плоды. Вот, мы взяли зеленую сладкую сливу, но она зелено-красненькая такая, вот. То есть там есть и красненькие плоды, точнее с красными бочками, вот. Вот такая слива. Она выглядит как алыча, ну вот как зеленая слива, но на самом деле она действительно сладкая. Вот, ничего добавлять не нужно, ни сахар, ни вот некоторые с солью любят кушать, как вот кислую сливу зеленую. Это прям просто кушаешь, очень вкусно, особенно из холодильника. Она сочная, в жаркую погоду это вообще идеально. Вот, так что взяли, набрали с мужем сами вот такой пакетик там с деревом. И, конечно же, просто золото нашей программы. Это турецкие черные оливки. В этот раз только черные взяли, потому что зеленые у нас дома есть целая такая бадья огромная засоленная. Сейчас я открою, так как здесь масло, вот у меня уже руки масляные, мама моего мужа старается очень хорошо все закрывать. Такая же система и на следующем продукте, который я буду показывать. В общем, вот такие вот замасленные черные оливки. Я, наверное, знаете, не буду их открывать сейчас, потому что я не хочу, чтобы, если вдруг что, у меня здесь все в масле было. Бывают прям очень черные оливки, они у нас тоже дома есть, но это с прошлой партии. Нам передавали в марте, по-моему. Да, в марте. Они прям очень-очень черные. Эти немножко такого среднего оттенка. Вот, так что оливки, баночку. Ну, оливки, конечно же, здесь едят всегда, но в основном это, конечно, на завтрак идет. И переходим к последнему гвоздю нашей программы. Это оливковое масло.
домашнее, все домашнее, то есть я в прошлом влоге, опять же, тоже рассказывала, что у родителей моего мужа в деревне сад из оливковых деревьев, соответственно, они по сезону их собирают, черные и зеленые. Черные они замасливают в банке, а зеленые они засаливают. Я ошиблась, я взяла не ту банку, вот, пожалуйста, это зеленые оливки. Вот так они засолены выглядят, они с лимоном, вот видите, там лимон плавает. Вот, еще один лимон плавает. Вот так выглядят зеленые оливки. Но это прошлое, это вообще зимняя, наверное, партия. Мы их еще едим. Мы едим их не каждый день. Вот, и они не портятся, они просто хранятся при комнатной температуре, даже в жару. Все в порядке с ними. Вот, видите, хотела показать масло, показала оливки. Ну, зато вы увидели, какие еще... в каком виде здесь хранятся оливки, как их делают. Каждый раз, когда я отхожу что-то взять, Луна уже здесь вовсю орудует. Вот, так что взяла оливковое масло, притаранила. Это все, конечно, достаточно тяжелое, но я аккуратно. Вот, это домашняя бадья оливкового масла. Причем у нас дома еще есть от одной партии прошлой. Ну, точнее, прошлую, то, что нам передавали. И вот это. То есть его очень много. И оливковое масло обычно очень дорогое, даже в Турции, где оливки просто как сорняки, казалось бы. Но масло создается не так просто, соответственно, конечно же, хорошее масло здесь тоже очень дорогое. Вот такое оливковое масло. Просто обалденное, домашнее, не магазинное. Просто супер. Вот такая распаковка у нас сегодня с вами получилась. Часть из рынка, часть гостинцы из деревни. Так что на данный момент я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем фрагменте. То, всем привет! У нас уже среда, 3 июня. И сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной турецкое блюдо барбунья. Это один из видов турецкой фасоли. Это белая фасоль, сейчас я вам покажу. Нам родители мужа также с деревни передали. Это домашняя фасоль, они сами ее выращивают. Вот такая она белая. Вот. Сейчас, может быть, я ее даже достану. В общем, она свежая и просто замороженная. Вот. Опс. Вот. Первый раз, когда я готовила блюдо барбунья, турецкую фасоль, я купила фасоль в магазине. Фасоль, она такая светло-коричневая, либо такая темно-бежевая, розоватая. И когда ее готовишь, она становится вот такой вот крупной и прям розовой. Но, если честно, по вкусу нам с мужем не понравилось. Сейчас я вам покажу фасоль, которую мы покупали в супермаркете. Это вот такая фасоль, видите, барбуня. И вот она такая... бежевая, темно-бежевая, светло-коричневая, розоватая. Вот, по вкусу вообще не понравилось. Намного вкуснее готовить из белой фасоли. И я решила перед видео фасоль сразу сварить, потому что обычно все бобовые варятся очень долго, и предварительно их надо замать. Минимум на 6 часов, а лучше на 12. И я так подумала, крайний раз, когда я готовила блюдо из белой фасоли, ну не барбуни, а просто белой фасоли, турецкой, домашней, она у меня очень долго варилась, очень долго размягчалась. В общем, думаю, замочу-ка я ее на ночь и с утра пораньше сварю, и потом как раз вместе с вами видео приготовлю. Я ее замочила вчера вечером. И сегодня утром, когда я поставила ее вариться, то для того, чтобы ей свариться, хватило минут 30 всего лишь. Это вместе с закипанием воды. А на минуточку бобовые варятся от часа, а то и 1,5 часов, как правило. И там уже по, в зависимости от объема, в зависимости от вида бобовых, варится очень долго. Я ее не переварила, конечно, но я ее прям очень вовремя сняла с огня, иначе это просто была бы каша. Сейчас я вам ее покажу. Вот, я ее сварила сегодня утром. Как вы можете видеть, там уже некоторые фасолинки, они немножко ломались, скажем так. Потому что, когда я ее промывала, в общем, она даже под напором воды, она начала немножко разламываться. Вот настолько хорошо я ее сварила. И вот настолько быстро она варится. Теперь я буду иметь в виду. Нам понадобится репчатый лук, морковь, картошка, томатная паста, и специи, соль, перец и сахар. Ну и фасоль, естественно. И блюдо это готовится на оливковом масле. Вот. Но, конечно, если оливкового масла нету, то тогда на растительном. Это блюдо тушеное, как правило, тушится в большой посудине. Я вам сейчас тоже покажу, где я буду это все тушить. Учитывая, что фасоль уже готовая, нам нужно только, чтобы овощи протушились, добавляем туда фасоль, перемешиваем, тушим тоже несколько минут и все.
Я думаю, что, в принципе, это блюдо у меня минут за 30 полностью будет готово. Значит, готовить я буду вот в такой вот кастрюле, типа сотейники, вот в таком. Вот, я буду делать побольше, потому что завтра еще мужу на работу на обед хочу это блюдо положить. Нам нужно нарезать овощи. Я уже предварительно все почистила. Также у меня лук уже очищен, я уже утром использовала для завтрака. Соответственно, все это нарезаем, картошку кубиками, морковку полукольцами, например, полукольцами, и лук, ну, просто мелким кубиком. И все в один сотейник сразу погружаем. Давайте сначала нарежем лук. Нарезаем просто, ну, как вам хочется. У меня тут 1/4 лука и половинка, я возьму половинку. 1/4 оставлю на салат вечером. Мне она сейчас просто не понадобится. Нарезать можете как вам удобно. Можете даже полукольцами нарезать. Тут, в принципе, нету какого-то стандарта определенного. Лук нарезали и отправляем в наш сотейник. Туда же сразу режем морковку. Морковку я тоже наполовину разрезаю вдоль. И все. И вот на такие полукольца. Это все мы сразу протушиваем с томатной пастой, потом заливаем водичкой и даем этому всему протушиться до готовности. Так как фасоль у нас уже готова, нам фасоль нужно будет просто добавить в блюдо, чтобы это все там поженилось, так сказать, и все, в принципе, блюдо готово. Это очень быстрый вариант. Еще вариант добавлять сырую фасоль к овощам. То есть, например, нарезаем свежие овощи, добавляем томатную пасту, масло, специи. Туда кидают сразу сырую фасоль. Напоминаю, что, как правило, варится она долго. Особенно если она сушеная, покупная, то фасоль варится долго. Поэтому лучше предварительно отварить ее отдельно. Я уже делала так, что я по рецепту тоже турецкому сделала и добавила фасоль. Ну, она у меня была замочена предварительно там часов 6-7 в холодной воде. Добавила к овощам и поставила вариться. Так в итоге у меня фасоль варилась больше часа, а картошка с морковью, про лук я вообще молчу, у меня просто там все разварилось и все. Поэтому советую вам сварить фасоль предварительно. Рассказывайте, как ваши дела, как проходят ваши дни. Надеюсь, что у вас все хорошо. Так, значит, я достаю оливковое масло, конечно же, домашнее, соль, перец и сахар. Ставим это великолепие на огонь. В принципе, сразу включаем огонь. Сначала сильный, чтобы нагрелась посуда. И добавляем оливковое масло. Не бойтесь добавлять перец сразу, это никак не повлияет на блюдо. Убавляем огонь, уже начало шипеть. Пока что закрываем крышкой. Все, пока ждем. Так, у меня томатной пасты здесь осталось немножко. Я хочу выгрести все, что смогу, ложкой, чайной ложкой. Потом я добавлю сюда воду, просто вот так взболтаю и вылью в блюдо, потому что сюда мы будем добавлять немного воды. Потому что это блюдо тушеное, оно должно быть в соусе. В принципе, если этого будет недостаточно, то я открою новую банку. Просто сейчас заморачиваться не хочу, потому что банка большая, и половина банки я замораживаю, половина начинаю использовать. Я, может, попозже это сделаю. Я думаю, этого соуса хватит вполне. Теперь просто все перемешиваем. Давайте я вам поближе покажу. Вот, теперь просто все перемешиваем. Немножко у нас это буквально вот несколько минуток протушивается, точнее прожаривается. И все, и заливаем водой до готовности овощей. Все, перемешали, теперь немножко все там прожарится, томатная паста немножко прожарится, и добавляем туда воду. Так, у меня тут уже все достаточно прожарилось, поэтому я буду добавлять воду. Прям чтобы вода полностью покрыла овощи. Я уже вот добавила воду в старую томатную пасту, вот, и сейчас это все выливаем тоже сюда. Все. Вода будет выпариваться, так что не переживайте, что ее тут сейчас якобы много, ее немного, потому что потом мы еще фасоль будем добавлять сюда, плюс из-за крахмала в картошке тут соус загустеет, не переживайте. В общем, все, накрываем крышкой и оставляем. Данное блюдо турецкая барбунья, ее обычно подают с белым рисом. Вы можете просто отварить белый рис, можете, ну то есть в кастрюле, можете сделать в сковородке. Это просто наливается растительное масло, либо оливковое. Вот, высыпаете рис, немножко обжариваете, засыпаете соль, заливаете немного воды. Ну, как немного, так, чтобы вода покрыла рис и немножко больше. Вот, и закрывайте. Либо вы можете сделать еще один вид риса. Он такой восточный. В общем, в чем суть?
вам нужно обжарить сначала вермишель короткую, либо пасту орзо. Здесь это называется рис, но это не рис, это, ну, как мы знаем, да, это макароны, паста орзо, они просто в форме рисинок. Соответственно, вы немножко это все обжариваете, потом добавляете туда рис, тоже это все немножко обжариваете, рис становится более таким белым, потом заливаете водой и все, полного выкипания воды готовите. Сейчас, в общем, я жду, когда наши овощи приготовятся, и уже будем добавлять туда фасоль. Ну что, наши овощи, в принципе, готовы, они уже мягкие, и самое время добавлять фасоль. Давайте я вам сейчас поближе покажу. Вот какая красота. Видите, уже соус стал рыжим, томатная паста хорошо протушилась, воды стало меньше, и соус на самом деле загустел за счет крахмала в картошке. Сейчас будем добавлять фасоль. Фасоль у нас уже, конечно же, сваренная, как я говорила, так что просто аккуратненько добавляем. Ну, по крайней мере, у меня она немножко разваренная, поэтому мне нужно крайне аккуратно добавлять. Я уверена, что сейчас, когда я буду добавлять соль и перемешивать, у меня еще фасоль немножко разломается, но я уже ничего с этим поделать не могу. Вот, давайте сразу добавим сюда соль. Блюдо у нас большое, соли добавляем немало. И теперь все просто аккуратно перемешиваем. Когда все перемешаем, этому всему нужно будет просто еще немножко потушиться, как я говорила. Я ни воды уже, ничего добавлять сюда не буду. Тут вполне достаточно. Вот сейчас это вот так выглядит. Сейчас это все уже быстренько закипит, протушится, и все, готово. Также ближе к вечеру я приготовлю рис. Скорее всего, рис с пастой орзо, о чем я рассказывала. Ну, а с вами я на этот влог прощаюсь. Спасибо, что были в этом влоге со мной. Надеюсь, что вы наслаждались просмотром, и надеюсь, что у вас все хорошо. Увидимся в новом влоге. Пока!